Привет, народ! Честная арена ВМР для многих до сих пор остается неоднозначным режимом. Сложным, непонятным и, на первый взгляд, слишком рандомным. В этой серии роликов я хочу спокойно разобраться, как она работает на самом деле, насколько здесь решает рандом, можно ли стабильно заходить в топ-10 и что для этого нужно. Начнем с базы, а именно с персонажей. И в этом видео поговорим только про мифических героев. В конце я соберу итоговую таблицу по всем мификам, так что можешь ориентироваться на нее как на краткий вывод. Меня зовут Макс Рейзер. Поехали! Прежде чем начать, стоит сказать пару слов про формат оценки героев. Я буду их оценивать по пятибалльной шкале, где единица — это абсолютно неиграбельный персонаж, которого мы ни в коем случае не берем, а 5 — это один из лучших вариантов во всей честной арене. При этом оценка будет разделена на 3 части: с 1 по 3 день, с 4 по 5 и с 6 по 7, поскольку персонаж может быть супер полезным на старте, а в последний день ничего из себя не представлять. Нордак. Этого парня мы все знаем и любим, но так ли он хорош на честной арене? Из плюсов. Он дает неуязвимость всей команде. Дает хорошие щиты, баф хп со старта боя, способен на ранних этапах дать сочную оплеуху той же нити, что делает его хорошим выбором в первые 3 дня. Заслуженные 5 баллов. Если видишь его на старте, смело бери. А теперь про минусы. Разработчики решили, что ему вовсе не требуется хорошая скорость, поэтому иногда бои будут заканчиваться еще до того, как он успеет сделать ход. По этой причине он получает 4 на средней стадии игры. На этом этапе его все еще можно смело брать. Но есть еще одна важная деталь. Нордак не является ключевым персонажем ни в одном из топовых составов, о месте честной арены расскажу вам в другом ролике. При этом на его покупку придется потратить целых 20 монет, а за такую сумму персонаж должен приносить максимум пользы на протяжении всей недели боев. Можно брать, но с пониманием, что на этом этапе он уже не сможет в соло вытаскивать матчи. 3 балла. Первые 5 дней боев Нордака можно разместить практически любой состав. И он будет полезен, но желательно иметь в команде заливщика, чтобы Нордак успел дать неуяз. На 6 и 7 день ставим его либо в 4 и 5 по силе составы на подсейв, либо в толстую пачку с единорогом, если не вышло собрать пак преследования. Последний вариант — 3 по силе пачка, без единорога и грифона, но с условными Муроном, Укуном, Ханье. Телис. В данный момент для многих игроков она является самым любимым мифическим героем в игре. Посмотрим, чем же она так привлекает людей. За каждый удар с базовой атаки, в том числе и во время преследования, дает всем союзникам щиты, что неплохо поднимает выживаемость пачки. Но еще больше сейва Телис дает в том случае, когда она является персонажем с самым высоким показателем здоровья в команде. При таком раскладе она моментально входит в состояние усиления резонанса и дает всем союзникам иммунитет к урону на 1 ход. Порой это позволяет пережить сильные атаки противника при разнице в скоростях не в нашу пользу. Помимо защитных функций, персонаж способен выдавать большие цифры урона, особенно заметно это в первые 3 дня игры. Такой вот универсальный солдат получается. Бесспорно 5 баллов. Видишь на старте — хватай и беги. На этом ее фишки, повышающие выживаемость команды, не заканчиваются. Телис со старта увеличивает максимальное здоровье всех союзников на 10% от своего хп и дополнительно на 20% для персонажей с горением здоровья и тегом преследования атака. Это очень важный момент, поскольку уже на дистанции 4-5 дней мы вполне можем собрать под нее необходимый состав, где персонажи будут иметь тег преследования атака. Пусть даже они будут не самыми топовыми, например, как Суртур. Нет, приятель, этот ролик не про тебя. Разумеется, Телис сама имеет тег преследования и атака. Это важно для синергии с другими персонажами, имеющими аналогичный тег. На момент 4 и 5 дня ее эффективность лишь возрастает. Все еще 5 баллов. Но настоящий имбой она обычно становится в последние пару дней, поскольку к этому времени мы можем собрать к ней не просто пак из 5 персонажей с преследованием, а один из нескольких самых сильных вариантов составов на честной арене. Сейчас на экране ты видишь примеры таких пачек. Они способны не просто побеждать 3, 4 и 5 по силе пачки, а выигрывать зеркальные противостояния с неидеальными составами, где даже стоит единорог. Но это тоже не все. Пресловутый контроль-пак, в котором стоит Грифон, Мария или даже Жизель, также может быть побежден в определенных ситуациях. По этой причине Телис вновь получает 5 баллов, но уже на отрезке в 6-7 дней игры. Мельхио.
На классических аренах мы привыкли видеть его в связке с Лидией. Честная арена не стала исключением. Возможность шотать пачки со старта боя все еще является большим плюсом Мельхио. Даже если не получается сразу собрать эту комбинацию, существует ряд альтернатив Лидии. Вильстер, Такера, Беатрикс, Асинда, Нилуа, Ханья и ряд других персонажей, способных выдать крит. Не так стабильно, как Лидия, но все еще очень сильно, особенно в первые 3 дня игры. Уже этого вполне достаточно, чтобы оценить Мельхио на 5 баллов на начальной стадии. Если вы до сих пор считаете, что по канонам обычной арены Мельхио может стоять только в скоростном паке, то могу заверить, для честной арены это вовсе не так. Он имеет теги контроль и преследование атака, что открывает возможность добавить его в еще не до конца сформированные пачки с вышеупомянутыми тегами. И если в составе контроль-пака он чувствует себя не идеально, то вот в команде преследования он начинает творить грязь. Ведь этот парень преследует и атакует со всех 3 своих скиллов. И если со вторым домашним навыком, имеющим стопроцентный крит шанс, все очевидно, то вот про возможности первого и третьего знают не все. Используя первый навык, Мельхио имеет стопроцентный шанс наложить оглушение. Уменьшает шкалу хода цели на 15% за каждый этап, а их на секундочку 4. А также игнорирует щит, бессмертие и иммунитет к урону, что позволяет стирать или же сильно тормозить неуязвимых персонажей оппонента. Преследуя с третьего навыка, он снимает щиты со всех врагов и накладывает снижение упорства аж на 60%. Но если Мельхио самостоятельно использует навык тьмы с 3 зарядами, то он украдет абсолютно все усиления со всех противников, а это уже лютая имба. Таким образом, на 4-й и 5-й день Мельхио является желанным гостем в доме наемников. 5 баллов. Но что же нам делать с ним в последние дни, когда пачки контроля и преследования уже полностью собраны? Опция поставить его вместе с Лидией или ее альтернативами в условный 4-й по силе состав все еще является сильной. Если все же не повезло сделать полноценный пак преследования, в нем он даже на таком этапе будет показывать себя неплохо. Но мой любимый вариант — отправить его в 3-й по силе состав, в котором будут персонажи, способные обеспечить ему длительную выживаемость. Например, Кун, Панда, Мурон, Мария, Нордок. Добавляем к этому персонажа, способного триггерить его второй спелл, а также персонажа с бафом скорости, контролем, бафом атаки или с возможностью заливать шкалу хода. Такой состав может оказаться некой ловушкой для игрока, который на вас нападает. С мыслью, что он способен пережить начало боя, противник осознает лишь в конце, то задумка этого состава была вовсе не в ваншоте, а в возможности затянуть бой, где Мельхио будет выдавать каст за кастом, планомерно избавляясь от всех героев оппонента. На 6-й и 7-й день это уже не имба, но все еще сильный и универсальный герой. Твердая четверка. Нита. Кто-то ее любит, кто-то ненавидит. Но причины в обоих случаях одни и те же. Главной фишкой Ниты является ее иммунитет к любому урону со временем. Даже если все ее союзники погибли еще на старте, это позволяет пережить сильные касты дотеров, а затем нажатием одной кнопки Погрести? Погребить? Какой-то пловец с засолками получается. похоронить всю команду противника. Первые 3 дня этого вполне достаточно, чтобы смело брать. 5 баллов. Плюсом персонажа можно добавить способность накладывать в больших количествах заряда отравления, а также возможность их дополнительно активировать. Даже если героям противника удастся пережить непосредственно каст, то с большой долей вероятности они могут отлететь в начале своего хода из-за 4-5 стаков яда. На дистанции в 5 дней ее можно поставить либо в пачку из 5 персонажей отравления, либо в скоростной пак, или же в мидрендж состав с хорошими защитными героями, которые будут давать возможность Нити использовать свои активные навыки несколько раз за бой. На момент 4-го и 5-го дня она уже не является такой сильной и неубиваемой, как в начале, но все еще хороша. 4 балла. На поздней стадии честной арены Нита становится достаточно доступной целью для многих составов. Тут ее выживаемость целиком и полностью начинает зависеть от других персонажей в команде. Урон уже не такой впечатляющий, а стаки яда могут быть легко сняты. Помимо этого, она, как и Нордок, не входит ни в один метовый пак. Тем не менее, в качестве основного ДД в 4-й или 5-й пачке она все еще будет себя показывать достойно. На этой стадии, к сожалению, Нита получает лишь 3 балла. Мадлайна. Вот уж кто является по-настоящему недооцененным героем, так это Мадлайн.
Она способна резать защиту всем противникам, накладывать на них деконструкцию, которую нельзя заблокировать или очистить. Деконструкция — это статус, при котором защита цели снижается на 60%. Этим она упрощает себе задачу в нанесении урона, а также создает неудобства для всех персонажей, играющих под показателя защиты. Своей первой и третьей способностью она наносит хороший урон и накладывает заряды древнего семени. А дальше происходит главная магия. Как только на героях противника накапливается 15 зарядов семени, она очищает себя все эффекты контроля и сокрушает цель, нанося при этом огромный урон, равный 1000% атаки, если у бедолаги больше 50% здоровья. А если меньше, то она его просто разрубает. Да, вот так вот. Либо в гроб, либо сразу в могилу. Таким образом, в первые 3 дня игры Мадлайна может стать большой неожиданностью, если вы на нее наткнетесь. 4 балла. На этом черная магия Мадлайны не заканчивается. Если на поле живы все союзники, то входящий прямой урон по ней уменьшается на 50%. Но в тот момент, когда враг посмеет отправить на тот свет союзника Мадлайны, она активирует режим Джона Уика и начнет нещадно мстить. За смерть каждого союзника ее здоровье будет увеличиваться на 15%. Затем она восстановит себе 25% хп, зальется на 25%, после чего снимет с себя весь контроль и сурово настучит по шапке негодяю с помощью древней силы. А это те самые 1000% урона или разрубания. Но до дистанции 4-5 дней моей оценкой для нее будет лишь 3 балла. Стоп, но почему ты даешь Мадлайне такие низкие оценки, при этом говоря, что у нее имбовые возможности? Спокойно, сейчас все объясню. На ранних стадиях она не способна положить всю команду с одной кнопки как Нита. А также, несмотря на ее защитные механики, Мадлайна не может толком обеспечить себе выживаемость. И даже на старте зависит в этом аспекте от своей команды. Ее фишка с большим уроном и разрубанием — это всегда рулетка. Ведь первым персонажем в команде, который отойдет на тот свет, может оказаться она сама. У Мадлайны отсутствуют какие-либо теги, которые могли бы позволить ей синергировать с другими героями. Поэтому ее нет ни в одном метовом составе честной арены. Если вы все же стали счастливым обладателем этого персонажа, то на 6-7 день, чтобы раскрыть весь ее потенциал, придется ставить ее в достаточно плотную пачку, которая позволит ей долго жить и одаривать всех противников деконструкцией и большим количеством семян. В противном случае она будет отлетать от каждого чиха, а щиты неуяза и большое количество отхила просто не позволят нанести ей свой урон. Поэтому в поздней стадии Мадлайна получает лишь 2 балла из-за слишком тяжелых условий, которые для нее обязательно потребуется создать. Русалка. В случае с ней буду краток. Первые 3 дня она способна неплохо увлажнить команду противника, но даже на этой стадии не может сравниться по урону с Мадлайной и уж тем более Нитой. В большинстве случаев начальный отрезок честной арены — это игра до первой кнопки, а третий навык нерки еще ни разу никого не хоронил со старта, несмотря на неплохой урон. Ее пассивка особой погоды не делает, поэтому тут она получает лишь 3 балла. На 4-5 день с ней можно попытаться собрать хоть что-то интересное, поставив пак контроля, поскольку у нее присутствует этот тег. Но лично я бы предпочел поставить туда даже Насила или Квинлана, нежели эту барышню. Толку там от нее практически нет. 2 балла. Скорее всего, возможность выжать из русалки хоть какую-то пользу Как воду из сухой мочалки. откроется лишь в последние пару дней, поставив ее в толстую пачку с единорогом. Там она сможет долго жить и стабильно накладывать снижение атаки, влажность, холод, удушение и замешательство. Сильно ли это? Вовсе нет. Бесит ли это? Определен, но не более. Вы практически всегда сможете собрать более удачный состав под единорога, а нерка без него просто помрет, не успев наложить свои противные дебафы. Плюс вспоминаем ее стоимость 20 монет, что в итоге не позволяет дать ей больше 1 балла на момент 6-7 дня. Бен, Брунгильда, Лукея, Люцифер, Улькастер, Луна. Вот они, настоящие победители честной арены. Почему победители? Да потому что народ из раза в раз продолжает их покупать, пока Нордек с Мадлайной тихо стоят в сторонке. Не стану ходить вокруг да около. Все эти мифические герои получают по 1 баллу на каждой стадии честной арены. У них отсутствует впечатляющий урон, сильные защитные опции, хоть какая-то синергия с другими персонажами из сильных составов. Возможно, после прошедшего обновления Бен заиграет новыми красками в связке с Гуанем, но я сильно сомневаюсь. Брунгильда может вас обмануть своей псевдопользой в первые пару дней, но на этом этапе даже эпики способны порой показывать чудеса. Ее импакт в столкновениях ровно такой же, как у Лукея или Улькастера, то есть около нулевой.
Не станем долго задерживаться на этих ребятах и теперь подведем итоги. Что ж, народ, мы с вами сегодня разобрали всех мифических героев. Сейчас вы видите итоговую таблицу по этим персонажам, условный тир-лист. Хочу внести уточнение, как ей стоит пользоваться. К примеру, вы видите на второй день Телис в доме наемников. Смотрите в эту табличку и понимаете, что ее точно стоит взять в этот момент. На пятый день вам выпадает Нерка. Снова смотрите в таблицу и понимаете, что она вам точно никак не поможет на этом этапе. А дальше ее польза будет лишь уменьшаться, если посмотреть на нее на шестой-седьмой день. Но всегда помните, конечный выбор остается за вами. Этот тир-лист не является истиной в последней инстанции, а лишь помогает не совершить грубых ошибок. По иронии судьбы, я начал делать это видео еще до объявления патчноута, где было сказано про обновление честной арены. Возможно, часть показанных в качестве примеров составов станет менее актуальна, но уверен, что существенных изменений касательно мификов не произойдет. Если вдруг это будет не так, то обязательно вам сообщу. На создание этого видео у меня ушло примерно 25 часов, поскольку раньше о слове монтаж я лишь слышал где-то на ютубе. Поэтому прошу написать вас в комментариях, понравился ли такой формат, стоит ли продолжать снимать ролики, используя монтаж, или же остановиться на классической записи экрана без всякого редактирования. А также, если было интересно, ставь лайк, ведь только по вашим лайкам и комментариям смогу понять, стоит ли продолжать выпускать видео такого плана. И в конце вопрос для самых внимательных. Какого мифического героя мы с вами не обсудили и почему? Успехов на честной арене, и да пребудет с вами сила рандома.